Здравствуйте, дорогие друзья! В этом сюжете у нас с вами поездка по Москве. Перемещаться мы будем по центральной части города. На дворе пасмурная погода, но это никак нам не помешает сделать очередной сюжет. Время года у нас конец февраля. Мощно-кучевые облака и пасмурная погода говорит о том, что буквально за день до съемки прошел снег. Он, конечно же, растаял. Зима в этом году была не совсем снежная, но, тем не менее, осадки все-таки дают о себе знать. Время года тоже показывает о том, что это конец зимы. И у нас будет с вами такая возможность рассмотреть город в этот переходный момент с зимнего времени на весеннее, ну и посмотреть за жизнью в городе. Для тех, кто вновь подключился, напомню, что наш канал о том, что окружает нас, какая жизнь происходит в городе в разное время года, в разное время суток. Мы с вами наблюдаем за улицами, за машинами, за людьми, за движением, ну и многим другим. Большое количество строительной техники говорит о том, что и под землей ведутся обновления, ведутся новые, прокладываются ветки. Добрались мы с вами до станции метро Сокольники. И вот так вот здесь, в районе выхода станции, выглядят современные жилые дома. Ну а с противоположной стороны большое здание, это гостиничный комплекс, который долгое время строился, но на сегодняшний момент смотрится по-современному. Это гостиница пятизвездочная, в которую входит огромный комплекс разных услуг. Движение уже со Стромынки у нас с вами перешло в улицу Русаковская. Впереди у нас будет Русаковская эстакада третьего транспортного кольца. Ну и в окружении у нас с вами жилой сектор, который построен был в разное время года. Что-то сталинское, что-то хрущевское, что-то с советской власти досталось в виде разных строений в городе. Ну и вот так вот выглядят уже те дома, которые пришли в ветхое состояние, они под снос. Видны надстройки, что-то в одно время было построено, потом настраивались дополнительно этажи. Ну и вот пришло это дело в негодность, расселили жителей, снесут этот дом и построят что-то новенькое. Надеюсь, это будет в ансамбле города. Ну, как правило, практика показывает следующее, что вырастает какой-то новый современный дом, вроде он как выделяется изначально, но потом подстраиваются новые, и как-то тандем или целый комплекс жилых домов уже говорит о современной новой улице. Третье транспортное кольцо мы с вами прошли. И вот так вот выглядят сталинские дома современные. Напомню, что разные балконы, разные арки, широкие окна. Также большое расстояние между оконных проемов в комнатах говорит о том, что это как раз те самые мощные здания, которые были возведены в сталинское время. Как правило, на первых этажах таких строений висят памятные доски, которые напоминают о том, кто из именитых людей проживал в них в какое время. Поэтому, если вы вдруг находитесь вдоль и проходите вдоль этих зданий, обращайте внимание, погрузит это вас в воспоминания того или иного человека, но также просветит вас, где и в какое время он проживал. Впереди у нас площадь 3 вокзалов, универмаг и именитый Московский. Ну и сразу же первое из вокзалов у нас с вами Ярославский. Вот так вот он выглядит интересно. После него идет сразу Ленинградский вокзал. Ну а с противоположной стороны будет Казанский. Даже вот в это пасмурное и хмурое время года они достаточно интересно выглядят. Ну а в ночное время, когда включена подсветка, очень фактурно выделяются вот эти всякие линии. К сожалению, современные вокзалы, они имеют уже другой облик, но хотелось бы, чтобы вот эта вот история все-таки сохранялась. Тем более в окружении старой Москвы они очень гармонируют хорошо с домами. Вот, например, впереди
у нас гостиница Ленинградская, одна из высоток. Также мы видели с вами гостиницу Украина, тоже примерно в таком же стиле, чуть левее, в районе станции Красные ворота видна еще одна высотка. И мы с вами как минимум пройдем вдоль еще одной, посмотрим. Мне, конечно же, хотелось, чтобы некоторые дома и современные выглядели также интересно. Своеобразные такие строения, мало где они встречаются. Конечно, не таких грандиозных высоких масштабов, но тем не менее хочется, чтобы они все-таки сохранялись. Достаточно интересно смотрятся. Ну, хотелось бы услышать ваше мнение, поэтому оставляйте комментарии, буду читать, смотреть, и что вы думаете по этому поводу. Большое количество современных зданий. С противоположной стороны тоже здание, на которое проходит в зимнее время фестиваль «Путешествие в Рождество», проекция разная. Мы с вами сделали здесь зарисовку. Напомню, что когда проходят всякие праздники, эта улица перекрывается, будь то это байкер-шоу или еще что-то. Вот здесь вот собираются люди и потом выходят на Садовое кольцо, которое выглядит вот так. И, собственно говоря, проходят шествия, например, байкер-шоу по улицам города. Значит, впереди у нас будет Чистопрудный бульвар и Сретенский бульвар, то есть это бульварное кольцо. Чистопрудный у нас уходит по левую часть, руку от нашего движения, ну а Сретенский направо. Также на этой практически площади у нас будет станция метро Тургеневская. Левее будет Чистые пруды. Ну и также Сретенский бульвар. Вот так вот выглядят интересно фасады зданий, даже, напомню, в это пасмурное время года. Ну, представьте, когда добавляется зелень, когда ярко солнышко светит, или в ночное время суток, как фактурно выглядят все те самые здания, которые нас окружают. Здесь всегда работает подсветка, город очень яркий в ночное время суток и достаточно интересный. Поэтому, если у вас будет возможность погулять пешком по бульварному кольцу, обязательно это сделайте, получите массу удовольствия. Ну и вот так вот выглядит современное строение. Значит, мы с вами будем пересекать бульварное кольцо и далее уходить будем с вами на Мясницкую улицу. То есть после этого поворота уйдем направо. Ну а впереди, как я и говорил, Чистопрудный бульвар и станция метро Чистые пруды. Да, самое важное, праздники затянулись. Напомню, что запись идет в конце февраля. Еще многие новогодние инсталляции не убраны. Вот на столбах висят дополнительные атрибутика новогодняя, также вот растяжки всякие, гирлянды и так далее. В этом году было очень много поставлено разных инсталляций, продлили, как правило, этот праздник для того, чтобы люди, которые приехали на новогодние каникулы, могли посмотреть, все рассмотреть и попутешествовать по этому новогоднему фестивалю, который является одним из самых ярких, который проводится на территории Москвы. И вот те самые разные строения, 2-, 3-, 4-, 5-этажные, построенные в разное время, скажем так. С правой стороны у нас была Лубянская площадь, но мы ушли на Большой Златоустинский переулок. Будем выходить мы в районе улицы Моросейка. И вот те самые улицы узкие, которые окружают нас. Обратите внимание, что запарковать автомобиль сложно, поэтому я не раз говорил о том, чтобы вы выбирали
подземный вид транспорта для перемещений. И вот, собственно говоря, у вас есть такая возможность посмотреть. Вот, допустим, стояла бы у нас задача где-то оставить свой автомобиль. Вряд ли мы это смогли сделать. Вот с нарушением стал с левой стороны автомобиль. Ну а здесь везде знаки, где парковка запрещена. В городе нужно быть предельно внимателен. Есть люди, есть движение насыщенное, вот работают эвакуаторы, вычищают улицы, и вот как раз стоит на аварийках машина, видимо, здесь что-то, да, вот, видимо, здесь как раз произошло то, о чем мы с вами говорим, и вот с левой стороны, скорее всего, виновник, это вот «Газель» брошенная, как вы видите, на пешеходной части, да, вот так вот повредил, и задел, наверное, машины, и вот, видите, остановили его все-таки эти бетонные, металлические столбики, закатанные в бетон. Так что быть нужно предельно внимательным. Ну и, конечно же, соблюдать скоростной режим. Ну и вот парковочные места, все это дело занято. Поэтому для того, чтобы перемещаться в центральной части города, конечно же, лучше всего использовать метрополитен, потому что даже на платных участках дороги, а здесь именно такие, вы вряд ли найдете места. И бывают такие пробелы, но это места для людей с ограниченными возможностями, и у вас такой возможности, если нет инвалидности, конечно же, не будет. Поэтому приходится кружить, выбирать параллельные улицы и искать какое-то место для того, чтобы туда можно было втиснуться. Службы городские обязательно нужно пропускать, мы уже об этом говорили. И обратите внимание, вот как раз машина движется по выделенной полосе для общественно-городского транспорта. То есть напомню, что нужно также соблюдать движение. Ранее кто-то здесь вот проезжал насквозь, но знаки уже на сегодняшний момент этого не дают вам сделать. Это станция метро Китай-город. Здесь мы с вами ушли на Лубянский проезд. Будем делать небольшой крюк, чтобы уйти на противоположную сторону. С левой стороны у нас Ильинский сквер, и мы с вами делали здесь зарисовки. Ну и жилой сектор, который окружает этот сквер. Одностороннее движение. Напомню, с левой стороны полоса для общественно-городского транспорта. Сделаны дополнительные карманы для того, чтобы у вас была возможность запарковаться, но найти свободное место по-прежнему сложно. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на то, что я вам рассказываю. Ну и планируйте, прогнозируйте свои поездки, чтобы не оказаться в поиске какого-то места и не опоздать на какое-то мероприятие. Значит, у нас с вами политехнический музей обновленный. Здесь мы с вами делали зарисовку, приложу ссылочку, для того, чтобы у вас была возможность посмотреть получше и повнимательнее, что из себя представляет обновленный политехнический музей. Ну и также в округе мы делали с вами много разных зарисовок. Старая площадь у нас. И мы с вами уходим налево. Будем спускаться вниз параллельно по одностороннему движению. Ну и вот как раз на горизонте у нас появилась еще одна из сталинских высоток. Это Котельническая набережная, где мы тоже с вами делали много разных зарисовок. И здесь вот мы уйдем с вами на Варварку. Если прямо мы поедем, то мы придем к набережной Москва-реки, и у нас там примерно вот за этим зданием, которое обновляется, Зарядье парк. И, кстати, обратите внимание, как обновляется здание. Вот таким занавесом закрывается все, создается впечатление, когда вы быстро проходите, что вроде как жилой сектор здесь стоит, потом скидывают этот занавес, и вроде как ничего, так оно и не было. И вот как раз задняя сторона парка Зарядье, и, как правило, здесь действительно есть проблема с тем, чтобы оставить
автомобиль, либо остановиться, сделать какие-то снимки. Поэтому еще раз напоминаю вам о том, что лучше всего вам выбирать подземный вид транспорта для того, чтобы сюда добраться. Впереди у нас появляются уже виды на Красную площадь, собор Василия Блаженного. Ну и здесь как раз отголоски того, что где-то часть зимних инсталляций, ну и проходит Масленица. Напомню, что зарисовка, как проходит Масленица, у нас с вами есть. Я приложу ее здесь, и в правом верхнем углу, перейдя по ссылке, вы увидите, как примерно на площадках города проходят те или иные фестивали. Сразу же мы с вами вышли на большой каменный мост, который прошел грандиозную реконструкцию. И вот такие виды на парк Зарядье, ту же самую высотку, ну и с противоположной стороны Красную площадь. Напомню, что техника с парада идет параллельно Кремлевским стенам, ну а колесная техника проходит здесь и уходит направо вдоль водоотводного канала через Болотную площадь и возвращается туда, в сторону Кремля. Таким образом она разделяет тяжелую технику от быстро идущей и дает возможность побыстрее пробраться. Вид в сторону храма Христа Спасителя. И вышли мы с вами на Большую Ордынку. Сразу скажу, что где-то в середине этой улицы с левой стороны будет станция метро Третьяковская. Ну и для информации для тех, кто все-таки когда-либо собрался или планирует посетить Москву во время проведения больших праздников, будь то на 9 мая, сразу же скажу, что вблизи технику на такие мероприятия вам вряд ли удастся увидеть, потому что все улицы перекрываются, ту же самую Тверскую, ту же самую Красную площадь, на которую попасть можно только исключительно по пропускам. Ну и набережная с обоих сторон она перекрывается, даже иногда перекрывается с противоположной стороны. Поэтому, если вы вдруг планируете увидеть эту технику, то ищите ее на выходе из города. Как правило, это вот Арбат, вот эта вот часть, потому что по прошествию техники на параде во время празднования ее пытаются как можно скорее из города вывести. И если вы вдруг захотели это посмотреть во время праздника, то старайтесь искать ее там, потому что в центре вы ее практически не увидите. Ну и плюс шествие Бессмертный полк — это большое количество людей, вот, поэтому старайтесь попасть либо на репетицию, либо выбирать те самые точки, которые для вас будут удобны, позволят вам как-то увидеть технику, потому что если вы выберете центр, то вы точно не увидите, потому что это большая, так сказать, история, в которой уделяет большое внимание и безопасности, и пробраться к технике, и увидеть ее воочию очень сложно. Такая небольшая информация была в дополнение. Ну и движемся мы с вами дальше. Впереди у нас будет обратная сторона Садового кольца. Фактически мы его проехали насквозь. Напомню, что это в районе 5 километров. Вот, общий путь где-то мы преодолели чуть более 10 километров. То есть мы вскоре приблизимся к границам третьего транспортного кольца. Ну и вот так вот выглядят улицы, фасады, деревья, остановки, ну и жизнь в городе. Конечно же, в летнее время года, в солнечную погоду, либо наоборот в ночное время года все выглядит, конечно же, иначе. Ну и вот оно, кольцо Садовое в одну сторону и в противоположную сторону Павелецкого вокзала. Ну и, конечно же, бесконечные улицы, дома, кафе, ресторанчики, жилой сектор нас сопровождает. Значит, здесь у нас станция метро Добрынинская. Ну и движение
у нас получается с вами по Люсиновской улице в сторону Даниловского рынка. Ну и, кстати говоря, выбирайте тоже заблаговременно движение, смотрите, потому что часть полос движется чуть быстрее, где-то пробки и так далее. Многие задают вопросы, как я выбираюсь. Ну, у меня уже привычка, я примерно понимаю, в какое время суток и в какой день недели примерно забиваются улицы, где лучше проехать, чтобы не стоять в пробке. И, как правило, вы задаете часто внимание, мы не можем понять, почему ты перемещаешься по городу и так свободно. Да, я примерно ориентируюсь по времени и понимаю, что в это время можно здесь быстрее проехать, ну а чуть позднее здесь уже будут заторы, и такой возможности не будет. Потихонечку буду завершать свой сюжет. Я благодарю всех, кто подключается к каналу, кто оставляет комментарии, поддерживает. Всегда приятно читать. Много от вас просьб. Я потихоньку их выполняю. Конечно же, все выполнить сразу не получается. Москва немалая. В ней постоянно что-то происходит. Вроде как планируешь одно, но праздники или какие-то другие мероприятия откладывают. Но я со временем добавляю эти сюжеты, поэтому на канале, перейдя по ссылке, которая будет в описании, также в комментарии, вы увидите другие мои сюжеты, и я вас на них приглашаю. С левой стороны Московский монетный двор, ну а с правой стороны у нас Даниловский рынок. А за вот этим длинным кораблем как раз у нас проходит обратная сторона третьего транспортного кольца. Ну и позвольте на этом завершить свой сюжет. Я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю, ну а пока и до скорого сюжета.